Всем привет, с вами Елена и это канал Вот бы мне. Друзья, недавно мы выпустили видео с обновлениями данных относительно требования вакцинации от коронавируса COVID-19 для прохождения медосмотра на иммиграционную визу и для пересечения границы США по любым типам иммиграционных и неиммиграционных виз. Тогда я говорила, что мы свяжемся с посольствами и сертифицированными клиниками для получения более точной информации, и как только получим ответы, сразу же сообщим. И вот, получив ответы, делимся информацией с вами. Мы написали в несколько посольств, но ответили нам только из посольства США в Киеве, а наши подписчики дозвонились до посольства США в Германии, и в целом информация полностью совпадает. Кроме того, такой же ответ мы получили и в Медикоме, клинике, которая уполномочена проводить медосмотр в Украине для получения иммиграционных виз в США. Так что информацию считаю исчерпывающей, но если ваше интервью должно проходить в других странах, и вы сомневаетесь в компетентности ответивших посольств, можете попробовать связаться с посольствами и клиниками в ваших странах для получения дополнительной информации. Итак, вот ответ посольства США в Киеве. Как видите на этом скриншоте, мы написали им про обновление на сайте Бюро консульских дел США и на сайте CDC и попросили ответить на вопрос, является ли вакцинация от COVID-19 обязательной для прохождения медосмотра и въезда в США в качестве иммигранта на данный момент. На что получили четкий однозначный ответ, что начиная с 1 октября 2021 года вакцинация от COVID-19 является обязательным требованием для прохождения медосмотра по всем категориям иммиграционных виз. А начиная с 8 ноября 2021 года вакцинация от COVID-19 будет обязательным требованием для въезда в США по всем категориям иммиграционных виз. На всякий случай мы даже еще раз переспросили, ознакомлены ли они с президентской прокламацией 25 октября и с постановлением CDC, ведь в них речь идет только про неиммигрантов и не граждан США, на что снова получили ответ. Посольство США в Киеве ознакомлено с обновлениями и по-прежнему сообщает, что вакцинация – обязательное требование как для прохождения медосмотра, так и для въезда в США с 8 ноября 2021 года по всем категориям иммиграционных виз. Это значит, что пройти медосмотр, если вас вызовут на собеседование по DV-2022 или по DV-2020 и DV-2021 для выдачи зарезервированных судами виз, без вакцинации от коронавируса теперь невозможно. А если вы получили свою визу раньше, но все еще не въехали в США, то без вакцинации это можно сделать только до 8 ноября. Так что те, кто принципиально не собирается вакцинироваться, на данный момент придется выбирать другую страну для иммиграции и путешествий. Подчеркну, речь идет про вакцинацию препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения и Центром контроля и профилактики заболеваний. На момент записи этого видео в список входят только вакцины Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson. Список может пополняться и изменяться, поэтому ссылку на сайт, где можно будет проверить актуальную информацию, я оставлю в описании под видео. И как вы понимаете, из-за того, что на данный момент далеко не во всех странах есть возможность пройти вакцинацию одобренными препаратами, из правила обязательной вакцинации для прохождения медосмотра есть и исключения. Более подробно я рассказывала про все причины возможности отвода от вакцинации в другом видео, ссылка на которое сейчас появится вот здесь и в описании. Но если вкратце, если сертифицированная вакцина недоступна в вашей стране и этому есть подтверждение на государственном уровне, тогда скорее всего в вашем случае это требование будет необязательным. Но на примере Украины скажу, у нас в стране доступны CoronaVac, AstraZeneca, Pfizer и Moderna. Не во всех пунктах вакцинации, конечно, есть подходящая, но, как вы понимаете, технический доступ к одобренным вакцинам есть, и значит требование прохождения полного курса вакцинации является обязательным. Естественно, есть и другие причины отвода от вакцинации, но с ними лучше ознакомиться в отдельном видео, как я и говорила ранее. Вот мы и разобрались с очень важным вопросом, и мы благодарны всем, кто принимал в этом участие. Мы всегда будем делиться самыми свежими и актуальными новостями на тему лотереи Green-Card и иммиграции в США максимально коротко и оперативно. Ну а на сегодня все, друзья. Если информация была полезной и познавательной, поддержите наш проект. Подпишитесь на канал, подключите уведомления, поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями. А если у вас остались вопросы к нам, смело задавайте их в комментариях. Каждую неделю мы делимся полезным контентом, так что зовите друзей и оставайтесь с нами.